Глиночурка или Кортвуд – технология строительства домов. Кортвуд или глиночурка – самый простой, доступный, эффективный и экологически чистый способ строительства домов и любых построек. Эта технология кладки стен, домов и других построек известна с давних лет. Постройки свободны и без потери своих качеств могут выдержать самые-самые суровые зимние морозы с температурами минус 50 градусов и ниже, а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при колебаниях температуры в сутки от минус 43 днем и до минус 2 ночью. Эти дома в достаточной степени огнестойкие, плохо горят и простояли значительное время. Некоторые из домов, построенных по технологии Кортвуд, более 250 лет. Некоторые из основных преимуществ строительства по этой технологии являются: небольшая по сравнению с другими типами стоимость строительства самого дома, а именно кладки стен. Отличные энергосберегающие показатели, дом в высокой степени теплый, необычный внешний вид, можно реализовать различные фантазии, возможность своими руками построить одноэтажный дом практически в одиночку, высокая степень огнестойкости и всей конструкции. Недостатки технологии Кортвуд: достаточно скрупулезный процесс строительства. Скорость строительства напрямую зависит от того, сколько свободного времени будет у владельца. Получается экономия денег против потраченного времени. Дом, построенный из чурок, сложнее будет продать там, где не слышали о такой технологии. На самом деле это не может являться проблемой, если дом или строение возводится для собственных нужд. Для строительства используются поленья, чурки одинаковой длины, хорошо высушенные в течение года, и глина или цементный раствор, смешанные с опилками или соломой для укрепления уложенных чурок. Для лучшей теплоизоляции рекомендуется не заполнять глиной середину поленьев, а засыпать ее смесью опилок с известью либо соломой, ну или другим утеплителем. Предпочтительно округлые формы зданий, так как для этой формы не потребуется возводить направляющие и несущие. Стены получаются в достаточной степени легкие и теплые, что позволяет уменьшить затраты на возведение фундамента. Дополнительным преимуществом является возможность отказаться от отделки как наружной, так и внутренней. При должной степени обработки древесины фасад не нуждается в дополнительной защите, а необычный вид интерьеров будет радовать владельца оригинальным натуральным декором. Естественная сушка древесины. Поленья для глиночурки обязательно должны быть сухими, это важно. Сушка бревен и пиломатериалов – это обязательный этап подготовки древесины перед использованием в строительстве. Избыток влаги удаляется путем испарения, сушки, и древесина после выполнения сушки требуемых для проведения строительных работ параметров. Деревья во время произрастания, а в дальнейшем процессе хранения имеют свойство впитывать в себя влагу. При этом в свежеспиленном дереве наличие влаги может достигать 60-65% и более. Поэтому перед использованием материала его в обязательном порядке необходимо высушить. Допустимым показателем влажности древесины, делающим возможным ее применение при строительстве, считается 12-15%. Как можно получить такие показатели древесины без применения специальных установок и оборудования? Существует самый простой способ – подвергнуть древесину естественной сушке. Также такой способ имеет дополнительное название – атмосферная сушка. Главными плюсами естественной атмосферной сушки являются отсутствие затрат на топливо и электроэнергию, отсутствие необходимости строительства дополнительных помещений. Не требуется покупать, монтировать и налаживать дополнительное, иногда дорогостоящее оборудование. В процессе естественной атмосферной сушки не требуется дополнительных трудозатрат и специального персонала, то есть разложил и забыл. Минусом естественной атмосферной сушки можно считать продолжительность. Чтобы просушить бревно до требуемой влажности, может потребоваться до года времени и даже больше, в зависимости от условий местности, погодных условий и характеристики древесины. Как правило, для проведения естественной сушки бревна и пиломатериала укладываются в штабеля с оставлением пространства для протекания воздуха. Ряды разделяют между собой рейками или досками, чтобы каждое бревно имело максимальный обток воздуха.
что эти зазоры между подготовленными для сушки бревнами или досками не должны быть слишком большими, так как в таком случае увеличивается вероятность раскалывания древесины и образования трещин. Достаточно отделить высушиваемый материал на расстоянии 3-5 см друг от друга. Со стороны земли под штабелем для сушки выполняют простую влагоизоляцию, которая препятствует подъему влаги и повторному увлажнению бревен. Такую влагоизоляцию можно выполнить и из простой полиэтиленовой пленки. Рекомендуется выполнять ряды просушиваемого материала одинаковыми по диаметру бревнами или одинаковыми по размеру досками. Также у специалистов считается полезным внутри штабеля сделать увеличенный туннель для протока воздуха. Это может ускорить воздухообмен и уменьшить время просушки. И в обязательном порядке над штабелем устанавливают крышу или делают влагонепроницаемый настил, который предотвращает попадание осадков на высушиваемый материал. Крыша и настил должны выходить за размеры штабеля не менее чем на 0,8 метра. Слив осадков с крыши должен быть выполнен за периметром, подготовленной влагоизоляцией от земли. В случае, когда мы сушим бревна для распила на чурки, не обязательно выполнять мероприятия, препятствующие образованию трещин и расколов. Если в процессе сушки на бревнах образовались естественные трещины, то в нашем случае при строительстве глиночурки после распила на чурки эти поленья необходимо будет расколоть. Существует много рекомендаций и способов избавления от растрескивания древесины во время сушки, но в этой статье они рассказываться не будут, так как мы эти трещины расколем при подготовке поленьев. Вот такие краткие особенности естественной сушки древесины. Конечно, все тонкости не удалось описать, но в основном процесс достаточно понятен. Как можно определить степень сухости древесины? Есть специальные приборы, влагометры стоимостью от 2000 рублей. Сами решайте, стоит ли приобрести влагометр и есть ли в нем необходимость. Как вариант, также можно просто постучать по бревнам. Если звук будет звонкий и резкий, то уже можно использовать древесину в строительстве. А если звук будет глухой, то необходимо продолжить сушку. Сосна как древесина для кортвуд дома. Сосна обыкновенная. Да, именно так, обыкновенная. И называется самый известный подвид сосен. Является наиболее популярной, распространенной и востребованной хвойной породой деревьев в нашей стране. Более чем треть всей российской древесины приходится на пиломатериалы, произведенные из сосны обыкновенной. Возраст древесины сосны можно определить по ее характерному цвету. Древесина из сосен постарше всегда более темная, чем из молодой сосны, хотя стоит отметить, что в процессе сушки и хранения древесина из сосны может изменить свой цвет, становясь темнее и приобретая красно-коричневый оттенок. Самая высококачественная древесина получается из сосен с возрастом равным 125-150 годам, хотя, как известно, возраст некоторых сосен может достигать и более 500 лет. Плотность древесины может меняться в зависимости от ее возраста, места произрастания и условий производства. Сосну можно классифицировать по содержанию смол в древесине. Первый тип – сухощепка, имеющий малое количество смолы и, соответственно, небольшой вес. А второй тип, имеющий противоположные свойства смолки, более тяжелая и смоленистая древесина. Первый тип легко обрабатывается различными инструментами и принадлежностями. При работе со вторым типом сосновой древесины это делается немного труднее. Строгать древесину необходимо вдоль волокон, так как этот способ является более простым. Древесина из сосны, в отличие от других типов древесины, легко поддается шлифованию. Высокосмолистая древесина требует немного более высокого внимания при окраске или пропитке. И хотя лак и краска наносятся на дерево очень легко, она обладает высокой влагонепроницаемостью, что приводит к большому расходу красящих материалов. Перед использованием сосну необходимо высушить до стандартного показателя влажности 12%. Это можно делать, используя как естественные, так и искусственные способы. После сушки свойства древесины заметно улучшаются. Благодаря высокой водонепроницаемости и воздухопроницаемости сосна легко воспринимает обработку различными антисептическими и защитными средствами. Сосна достаточно мягкая древесина,
Поверхность основной древесины обладает высоким классом чистоты. В отличие от древесины других пород деревьев, сосна устойчива к поражению вредителей и грибков. Благодаря своей высокой вязкости сосна легко удерживает различный крепеж. Также дрова, сделанные из сосновой древесины, имеют высокую теплоту сгорания. Стройматериалы, сделанные из сосны, можно использовать как для внешней отделки, так и для внутренних интерьеров. Также ее активно используют для строительства железных дорог, столбов, мачт и плотин. Резюмируя, чем нам интересна древесина из сосны для строительства дома по технологии Coatout? Как правило, цена на кругляк из сосны значительно дешевле в силу ее сосны распространенности. Сосна достаточно легко обрабатывается, имеет неплохие антисептические и защитные характеристики. Просушенная сосна имеет небольшой вес при сохранении своих механических свойств. Возьмем древесину из сосны как базовую для сравнения других пород деревьев. Сравнение ели и сосны. Еловая древесина как альтернатива древесины из сосны, что следует знать и учесть при выборе древесины для строительства глиночурки из еловых поленьев. Небольшое сравнение характеристик сосны и ели и будет основной темой в этой статье. Ель – это хвойное дерево, которое занимает второе место по распространенности после сосны. Плотность ее древесины низкая – 445 кг на кубический метр. В высушенном состоянии составляет 12%, как и сосна. Она также относится к мягким породам древесины и имеет светло-желтый оттенок. Данная древесина имеет очень длинные волокна, низкую смолистость и неплохую стойкость к загниванию. По прочности ель уступает сосне, однако по гибкости, наоборот, превосходит ее. Многие другие свойства – устойчивость к деформации, способность удерживать крепление у данных видов деревьев одинаковы в сравнении с сосной. Ель – древесина, которую труднее обработать, нежели многие другие виды, что связано с большим количеством различных сучков в породе. Это и является одним из самых главных недостатков данной древесины. Несмотря на это, ель все равно активно используется для производства стройматериалов, различных блоков, брусьев и досок. Также ее используют при изготовлении дверей, окон и мебели, то есть для внутренней отделки помещений. Ель долгое время может сохранять первозданный внешний вид, то есть не изменять своего естественного цвета. Однако, как и сосна, она имеет высокую степень влагопроницаемости, поэтому данный вид древесины не стоит использовать в банях и других сырых помещениях. Также благодаря этому качеству данная древесина легко поддается лаковому покрытию, что также повышает срок сохранения первостепенного вида. Ель очень восприимчива к различным атмосферным явлениям, поэтому принято прибегать к серьезной химической обработке данной древесины. Для нашей глиночурки древесину из ели мы должны обработать в обязательном порядке. Из-за своей довольно рыхлой структуры ель хорошо удерживает тепло. Дома, сделанные из ели, будут значительно теплее домов, сделанных из многих других видов древесины. Однако ель все же уступает сосне, которая считается более прочным материалом. Ель же принято не использовать для строительства тяжелых несущих конструкций. В настоящее время из ели производят различные пиломатериалы, которые также активно используются в строительстве, такие же экологичные, как обыкновенная ель, а также имеющие ряд преимуществ, к которым относятся разнообразность цвета древесины, более низкую теплопроводность, гладкость и легкость в обработке и так далее. При строительстве стоит выбор использовать древесину из сосны или ели. По стоимости кругляк примерно одинаков. По наличию и распространенности тоже. Березовая древесина как вариант. Любая древесина является древним, хорошо известным, а потому и проверенным материалом. Древесина из березы не стала исключением. Как и любой другой естественный материал, она обладает высокой экологичностью, поэтому подходит как для внешней, так и для внутренней отделки домов. Ее смело можно использовать для отделки детских помещений и кухонь. Древесина из березы после сушки имеет показатель влажности около 12% и плотность около 650 кг на кубический метр. В отличие от многих других видов древесины,
для ее изготовления подходят молодые деревья в возрасте 60-70 лет. Возраст материала можно также определить по цвету. У более взрослых деревьев появляются характерные красные пятна. Данный вид древесины светлый, иногда с различными пастельными оттенками. Древесина из березы очень удобный и податливый материал, из которого с легкостью можно изготавливать мелкие детали, предметы декора, игрушки и кухонную утварь. Также она легко поддается механической обработке и удерживает различные крепежные элементы. Чаще всего древесину из березы применяют для изготовления мебели. Еще она ценится как древесина для отопления, дрова. Также береза легко поддается окрашиванию и обработке лаком по причине наличия однородной структуры. Сушку данного вида древесины стоит проводить под грузом, чтобы избежать процесса корабления. На данный момент насчитывается около 113 видов различной березовой древесины, поэтому мы с легкостью можем выбрать древесину, удовлетворяющую именно вашим критериям и потребностям. Но давайте разберемся, подойдет ли древесина из березы для строительства кортвуд дома. Береза относится к материалам средней твердости. Она характеризуется средними показателями прочности на изгиб, имея при этом высокую эластичность и вязкость. А вот относительно растрескивания данная древесина проявляет высокую устойчивость, что является огромным плюсом для применения в нашей глиночурке. Однако есть и минусы, причем весьма значительные. Стоит отметить, что береза легко подвергается гниению, поэтому такую древесину стоит использовать в сухих местах или же подвергать специальной обработке. Из различных видов березы меньше всего процессу гниения подвержены карельская и каповая береза. Также данный вид березы очень любят насекомые, но эта проблема легко решаема, если прибегнуть к обработке специальными антисептическим раствором. Однако для внешнего контура домов древесину из березы все же не стоит использовать. Это первый минус. Так же, как и договаривались, сравнивать березовую и сосновую древесину, то, во-вторых, окорка березовой древесины происходит значительно труднее, чем сосновой. Это связано с характерными особенностями строения дерева. Во-вторых, плотность сосны 540 кг на кубический метр, то есть береза даже в высушенном состоянии на 20% тяжелее сосны, что оказывает большое влияние на размеры и характеристики фундамента. В-третьих, для производства доски береза используется нечасто, но нам желательно, чтобы коэффициент расширения стен, перекрытий и направляющих были одинаковыми, то есть существуют трудности при подборе березовых досок для обеспечения одинаковых характеристик стен и перекрытий. Ну и, наверное, в главных березовая древесина значительно дороже. Вот такое получилось описание березовой древесины в части применения в домах, построенных по технологии Кортвуд. Естественно, условия и возможности у всех разные. Быть может, у вас где-то в кармане завалялось несколько десятков кубометров березовой древесины. Тогда можно рассмотреть возможность применения березы для чурок. Противоречивая осина. Свойства древесины из осины достаточно противоречивы. В настоящее время появилось множество синтетических материалов, но несмотря на это, мы все еще активно используем натуральную древесину. Например, древесину из осины. Данный вид деревьев считается одним из самых распространенных на нашем континенте. Она имеет светлый, почти белый цвет. Ее плотность составляет около 450 кг на кубический метр, для влажности 15%, то есть плотность аналогичная сосне. Если мы уже принялись все сравнивать с сосной, прочность данной древесины при ее высушивании, как ни странно, можно сравнить даже с бетоном. Чаще всего для строительства используют молодые деревья в возрасте 40-50 лет, так как осина является быстрорастущим деревом. Древесина из осины мягкая, поэтому легко поддается механической обработке. Осина легко впитывает влажность и также легко эту влагу впоследствии отдает. Из-за таких отличительных свойств, чем может похвастаться далеко не каждая древесина, данный вид дерева отлично подходит для строительства бань. Хорошо обработанная осиновая древесина не начнет гнить и портиться, а ее прочность со временем лишь вырастет. Осина может долго удерживать тепло. Стоит отметить, что бани из данного материала не будут нуждаться в дополнительном покрытии, так как осина лишена смолистых выделений.
Также данный материал не подвергается растрескиванию. Важное для нас свойство. Еще в древности из осины строили колодцы. Данная тенденция продолжается и по сей день. Из осины активно изготавливают колодцы и погреба. Вода в таких колодцах не гниет и не цветет, а даже обладает бактерицидным действием, поэтому из нее смело можно изготавливать кухни. В банях также усиливаются бактерицидные свойства осины. Данный материал является экологически чистым, так как имеет естественное происхождение. К тому же он не требует большого количества химических веществ при обработке и покрытии. Покрытие из осины может прослужить несколько десятков лет. Несмотря на такие положительные характеристики, для традиционного строительства домов осина используется достаточно редко. Во-первых, нелегко найти осиновый брус под размеры дома, а во-вторых, при строительстве жилых домов осину следует просушить, в ходе чего она начинает скручиваться и принимать неудобную форму. Однако некоторые строители рекомендуют осину для укладки первого венца дома. Но есть и другие недостатки. Основным недостатком можно считать так называемую ядровую гниль. То есть, если значительно подготовленной древесине в центре заметны темные вкрапления, то это будет впоследствии развиваться и обязательно приведет к выгниванию внутри среза. К сожалению, такой брак встречается достаточно часто, и подобрать хорошую древесину из осины стоит немалого труда. Стоит отметить, что износостойкость такой древесины достаточно низкая, сопротивляемость при установке и выдергивании различных креплений также невысокая. Несмотря на то, что осина считается лечебным деревом, в состав множества лекарственных средств входят и листья осины, и кора, и даже почки. Осину можно считать деревом-вампиром. Существует мнение, что осина забирает энергию. Не зря вампирам вбивали именно осиновые колья. Резюмируя, стоит ли использовать осиновую древесину для строительства Кортвуд-дома? Хорошую, без зачатков ядрового гниения, осиновую древесину найти и получить очень сложно. Можно даже сказать, что это большая редкость. Влагу осиновые чурки будут хорошо впитывать, что приведет к значительным смещениям в стенах вашей глиночурки. И не хотелось бы жить в доме, который забирает твою энергию. Пропитка древесины медным купоросом. Медный купорос в строительстве применяют для обработки и пропитки древесины. Обработка древесины при строительстве глиночурки – один из самых ответственных моментов, на которые необходимо уделять отдельное внимание. Для обработки древесины с целью защиты от гниения и придания дополнительных антисептических свойств можно применять еще одно средство – медный купорос. Медный купорос, или по-научному двухвалентный сульфат меди, имеет внешний вид голубых мелких кристаллических образований, хорошо растворимых в воде. Данное вещество заслужило широкое распространение в быту благодаря своим уникальным антисептическим качествам. Так, к примеру, в строительстве его нередко применяют для обработки древесины. Данное средство не является горючим, не является летучим и не несет вреда для человека. Однако в целях безопасности при работе с ним все-таки следует применять элементарные средства индивидуальной защиты, то есть надеть перчатки и по возможности защитные очки. Древесина, обработанная медным купоросом, с меньшей вероятностью будет подвержена гниению, ржавлению и проточкам. Другими словами, медный купорос защищает материал от плесени, грибка, насекомых и погодных условий. Существует несколько видов обработки дерева медным купоросом. Нанесение раствора на поверхность материала. Данный способ подходит для обработки уже пораженных деревьев и не является долговечным, хоть и самым простым. Чтобы продлить срок действия медного купороса, необходимо хорошо осушить древесину, чтобы вымывание раствора проходило медленнее. Вымачивание древесины в медном купоросе. В данном случае расход раствора будет выше, чем в прошлом случае, но при этом сам процесс даст большой эффект. Такой способ применяется для обработки досок и столбов, то есть материалов, которые используются непосредственно в строительстве. Само вымачивание длится в течение нескольких дней, а вот следующая сушка может занять месяц. Последний метод подходит для свежей древесины. Она заключается во вкачивании раствора медного купороса по щелям вовнутрь древесины. Данный способ является самым трудным, но при этом и самым эффективным. В
ходе данного процесса происходит смешивание древесных соков с раствором купороса, а затем насыщение древесины изнутри. Такие работы обычно занимают около 2-5 дней. Данный способ позволяет избавить свежую древесину от находящихся в ней изначально насекомых и микроорганизмов. Купить медный купорос можно в любом хозяйственном магазине по приемлемой цене. Льняное масло для обработки древесины. Льняное масло – это экологически эффективный материал для обработки древесины. При строительстве очень важным является не потерять качество древесины и ее важные свойства. Именно поэтому ее стоит обрабатывать только натуральными составами. Льняное масло по своим характеристикам занимает первое место еще с раннего Средневековья. Оно не только защищает древесину, но и придает ей приятный оттенок. В этой статье мы расскажем основные характеристики, свойства, а также тонкости и этапы работы с льняным маслом. В первую очередь стоит обратить внимание на экологичность и защитные свойства масла. При обработке древесины маслом улучшается ряд свойств изделия, улучшается эстетический вид изделия, маскируются мелкие неровности и другие дефекты, придаются поверхности водоотталкивающие свойства, защищается поверхность от дальнейшего растрескивания. После высыхания масла пыль и грязь меньше пристают к поверхности. Также льняное масло обладает уникальными антисептическими свойствами, тем самым защищая поверхность от грибков, плесени и микроорганизмов. Такой вид обработки гипоаллергенен, поэтому подходит для обработки поверхностей даже в детских комнатах и на кухнях. Льняное масло подходит для любого вида древесины. Благодаря своим уникальным свойствам масло может сочетаться с различными эмульсиями. Также его можно использовать и в качестве индивидуального средства. Цена льняного масла зависит от производителя и объема покупки. Для простой обработки материала может подойти и самое дешевое нерафинированное масло. Также можно использовать и для тонировки изделий. В таком случае необходимо использовать подкрашенные виды льняного масла. После такого рода обработки будет сложно отличить простую древесину от древесины премиум-класса. Льняное масло не несет вреда людям и животным. Его можно применять для обработки детских игрушек, кухонных досок, ложек, мисок и тому подобного. Также можно использовать в качестве антисептика и основы под лак или краску. Люди уже долгие годы активно пользуются льняным маслом для покрытия поверхности. И хотя были созданы более новые средства, льняное масло по сей день остается очень востребованным продуктом, особенно когда речь идет о высокой экологичности продукта. Льняное масло можно просто наносить на поверхность, пропитывать, замачивать в масле деревянные изделия, а в нашем случае чурки для стен. Но наиболее эффективным является обработка на горячую, то есть обработка древесины нагретым льняным маслом длительное время. На основе льняного масла можно создать свою пропитку. Для обработки используемой вами древесины, куда могут входить и дополнительные защитные средства, и колер для придания готовому изделию требуемого внешнего вида. При строительстве нашего Кортвуд дома льняным маслом можно обработать чурки как до момента их заложения в стену, так уже и после обработать торцы, когда стена уже будет готова. Гашеная строительная известь. Гашеная известь как составляющая раствора для кладки стен глиночурки. Для добавления в цементный или глиняный раствор при строительстве дома по технологии Кортвуд рекомендуется применять гашеную строительную известь. Что это, для чего она нужна? Давайте разбираться в этой статье. Она обладает множеством полезных качеств, защищает поверхность от влаги, обладает антисептическими свойствами, улучшает качество многих строительных материалов, бетона, цемента, глиняного раствора и так далее. Использование гашеной извести значительно повышает срок эксплуатации объектов, в нашем случае стен глиночурки. При изготовлении гашеной извести непосредственно на месте проведения строительных работ необходимо делать это в емкостях с отсутствием ржавчины. Для гашения извести желательно применять именно холодную воду, так как при использовании теплой воды свойства извести также изменяются в худшую сторону. Зачастую в строительстве и при проведении ремонтных работ
прибегает к использованию всем нам известной гашеной извести, как еще ее называют пушонка. Как известно, данное вещество образуется при смешивании воды с оксидом кальция. Пушонка, из себя она представляет белый порошок с плотностью около 450 кг на кубический метр и влажностью в районе 5%. Она обладает характерными вяжущими и пластичными свойствами. Ее производство может проходить как на заводах, так и непосредственно на строительном участке. Однако, если после гашения известь сразу добавить в какой-то материал, например бетон, то ее качество ухудшится. Обычно гашеную известь применяют в качестве финишных работ или как промежуточный слой. Пушонкой часто покрывают различные древесные конструкции, так как она обладает влагоотталкивающими свойствами, а также может защитить сооружение от огня. Это самый распространенный материал, который используют при побелке стен, потолков, а также во время кирпичной кладки. Именно с помощью гашеной извести изготавливают силикатный бетон. Это уникальный вид бетона, который может очень быстро застывать. Также ее применяют для изготовления каменных материалов, например, кирпичей и различных блоков. Гашеная известь активно добавляется и в строительные смеси, различные виды штукатурки, клей, шпаклевки и так далее. Материал, сделанный с использованием гашеной извести, являются жаростойкими, поэтому активно применяется при печной кладке. Данный материал также может повысить механическую прочность объектов. Виды гашеной извести и материалов, сделанных из нее, очень разнообразны. Поэтому перед проведением работ внимательно ознакомьтесь с составом и свойствами, тем самым выбрав вид, подходящий для проведения необходимых работ. Итак, чем же полезна гашеная строительная известь для стен нашей глиночурки? Во-первых, это дополнительное водоотталкивание и препятствие вымыванию раствора из стен, как с цементным раствором, так и с глиняным. Во-вторых, полезные антисептические свойства извести могут защитить стены от микроорганизмов. В-третьих, известь обеляет раствор чисто с эстетической точки зрения. Наличие в растворе извести сделает ваш Coatwood дом более привлекательным. Глина для глиночурки. Глина – один из древнейших материалов в строительстве. В настоящее время мы применяем в строительстве один из самых древних материалов – глину. Область ее применения очень обширна. Изготовление несущих конструкций, растворов для кладки, кирпичей, штукатурки. И, конечно же, глину можно использовать как вариант связующей составляющей для кладочного раствора стен по технологии Coatwood. Глина, научным языком, это мелкозернистая осадочная горная порода, которая может принимать как пылевидное, так и пластичное состояние. Глина состоит из материалов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов. Также она может содержать песчаные и карбонатные частицы. Чаще всего породообразующим материалом в глине составляет каолинит. Его состав 45-50% оксида кремния. Безусловно, в настоящий момент создано множество новейших материалов, считающихся более долговечными и прочными, но на практике можно понять, что все они в значительной мере уступают глине. Глина содержит множество редких элементов, например, радий, который имеет характерную особенность успокаивать нервную систему и лечить некоторые заболевания. Благодаря своим свойствам глина является очень пластичным материалом. Разные виды глин различаются по диаметру составных частиц, влажности, жирности и составу. Глина имеет уникальное свойство сохранять тепло. Также она является отличным звукоизолятором и при этом экологичным материалом. Ее часто используют для саманного строительства и, естественно, при создании глиночурки. Но стоит учитывать, что глина будет трескаться, если ее использовать в чистом виде, поэтому ее необходимо использовать в смеси с другими компонентами. В большинстве случаев глина может применяться в качестве утепления стен и потолков в смеси с опилками. Глину для таких растворов сначала размачивают до сметанной консистенции. Стоит учитывать, что слишком жирный раствор будет трескаться. В специальной литературе можно встретить выражение «сделать глиняный замок». В данном случае подразумевается способность противостоять проникновению воды. Именно ее
водонепроницаемость считается одним из наиболее важных качеств в строительстве. Глина, кроме всего, это доступный материал, с ней легко работать и не требуется особенно изощренных технологий. Есть определенные особенности работы с глиной. Необходимо заметить, что глина не всегда и везде одинаковая. Прежде чем использовать глину для строительства глиночурки, необходимо определить ее состав и свойства, а также проработать состав и пропорции кладочного раствора на основе глины. В большинстве случаев это делается опытным экспериментальным путем. В нашем случае при строительстве Courtwood дома глина, как связующий материал для кладки стен из поленьев, может считаться наилучшим решением, так как сочетание глины и дерева образует хорошую связь и дышат в унисон, то есть компенсируют друг друга при тепловых расширениях и сжатиях. Они, глина и дерево, в равной степени поглощают и отдают влагу, что благотворно влияет на поддержание микроклимата в доме. Портланд-цемент. Портланд-цемент – составляющая для кладочного раствора стен. Для тех, кто желает построить не глиночурку, а цементочурку, в качестве связующего средства в кладочном растворе рекомендуется использовать Портланд-цемент. Портланд-цемент – это улучшенный вид вяжущей составляющей для бетона или кладочного раствора. Как известно, этот состав имеет различные характеристики, которые зависят от наполнителя. Например, быстро твердеющий Портланд-цемент 500 и 600 имеет высокую скорость затвердевания, что делает его подходящим для производства ответственных и массивных конструкций и заливки фундамента. Чем отличается Портланд-цемент от простого обычного цемента? По сути, это одно и то же, только в Портланд-цементе существует определенный набор специальных добавок, которые улучшают характеристики и свойства этого связующего компонента. Вот как раз по Courtwood технологии строительства для связывания чурок мы и будем использовать кладочный раствор на основе Портланд-цемента. Самый распространенный Портланд-цемент является 400-й, так как имеет универсальные свойства. Его используют для создания монолитных и сборных железобетонных элементов с повышенным уровнем прочности. При этом он имеет меньшую стоимость. Некоторые виды Портланд-цемента используют для создания подводных конструкций. Портланд-цемент 300 и 600 значительно улучшает пластические свойства раствора, прочностные характеристики, экономить вяжущей составляющей до 8%. Не каждый человек знает о таком виде сырья, поэтому его применяют скорее в крупном строительстве, нежели в частном. Чаще всего Портланд-цемент применяется в производстве бетонных смесей для крупных и ответственных объектов. Однако существуют случаи, когда Портланд-цемент применять не стоит. Портланд-цемент способен придавать бетону особые свойства, но некоторые его виды не стоит использовать в сильных проточных руслах рек и соленых водах, так как Портланд-цемент предназначен для работы только в умеренных водах. Как и обычный цемент, Портланд-цемент продается в фасовочных мешках и в бумажных пакетах разной массы. При выборе стоит обращать внимание на упаковку, где должен быть указан соответствующий ГОСТ или ТУ. Стоит уделять внимание дате изготовления Портланд-цемента. Чем свежее сырье, тем лучше его качество. На стоимость может влиять как производитель, так и посредник. Однако технология изготовления Портланд-цемента имеет немалое значение для стоимости.